Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами об очень важной теме, а именно о пророчествах, предсказаниях, о нашей с вами свободе воли и праве выбора. Недавно я опубликовала видео, в котором дала общие прогнозы на 2020 год, исходя из анализа астрологических карт некоторых стран мира. Ссылочка на него сейчас появится вверху экрана, а также будет оставлена внизу в описании. И в этом видео я дала некоторые рекомендации для моих зрителей, чтобы они смогли правильно построить свои планы на 2020 год. И упомянула, что конкретных дат и событий я рассказывать не буду, хотя могла бы. И после этого мне задавали вопросы, почему же я все-таки не рассказала о событиях, которые вижу, которые могут произойти, почему я не дам более точную информацию. И сейчас, дорогие искатели, я хочу ответить на эти вопросы и дать вам очень полезную и важную информацию. Во-первых, когда кто-либо говорит вам, что случится что-то конкретное в конкретное время, то это гадание, и это нарушение свободы воли человека, и это нарушение законов Вселенной. Человек, гадалка, гипнотизер, предсказывая вам ваше будущее, он просто вырывает один сценарий развития вашей судьбы из всех возможных веток вашей реальности, и тем самым он программирует вас на выполнение этого сценария. И да, есть люди, которые оказываются более сильными, и они переворачивают, перестраивают события своей судьбы по собственной воле, но, к сожалению, есть и люди слабые, и очень сильные гадалки и гипнотизеры. Дорогие искатели, если вы когда-либо гадали или получали любые негативные предсказания, вам очень важно аннулировать эти события и убрать их энергетику из своих полей. Помните, только вы хозяин своей судьбы, и никто не вправе ею распоряжаться. Именно поэтому в своей работе я не говорю людям, что с ними произойдет что-то конкретное в какое-то конкретное время. И если я вижу в карте человека что-либо негативное, я могу дать рекомендации. Я говорю, к примеру, в такой-то период вам нежелательно ездить в поездки, нежелательно заниматься каким-то экстремальным видом спорта. Или, к примеру, в такой-то период вам нежелательно вступать в какие-либо конфликты, вступать в споры со своими близкими людьми, а время для отстаивания своих прав будет в такой-то и такой-то период. Далее. Наверняка многие из вас слышали или видели, что во многих фильмах, книгах, журналах описываются события, которые действительно происходят в будущем. К примеру, на фото вы можете видеть некоторые кадры из известного мультсериала «Симпсоны». И это только некоторые кадры, и это только один мультфильм. И если вы думаете, что это все совпадение, то далее в видео я покажу вам еще более интересные данные. И помните, время относительно. Итак, ближе к сути. На Земле есть силы, которые формируют события будущего так, как выгодно им. Но без участия людей они свои планы воплотить не могут. И еще у этих сил есть потребность в освещении тех событий, которые они хотят, чтобы были воплощены. Подобно тому, как преступников тянет оставить какую-то свою уникальную метку на месте преступления или вернуться туда еще раз. И, друзья, о характеристиках врага я могу вам рассказать много чего интересного, и если эта тема будет актуальна для вас, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И надеюсь, вы уже и сами понимаете, что на Земле есть силы светлые и силы темные, и каждый из нас внутри должен иметь четкое представление, на какой стороне мы хотим быть. Друзья, мне есть еще очень многим чем с вами поделиться, но для раскрытия более серьезных тайн мне нужна более большая аудитория, так как есть силы, которым может не понравиться та информация, которую я даю вам в свободном доступе. Но эти силы, они с легкостью пойдут против одного человека и вряд ли пойдут против большого количества людей. Поэтому, если вы резонируете со мной, с информацией, которую я даю вам в этих видео, и они вам полезны, то, пожалуйста, подписывайтесь и делитесь с друзьями. И, как вы видите, здесь нет рекламы и ничего не продается, а здесь только полезная и важная информация для вас безвозмездно. Далее.
Я неоднократно говорила в своих видео, что наша энергия течет туда, куда направлено наше внимание. Когда вы думаете о чем-то, слушаете что-то, смотрите на что-то, то именно туда, в этот момент течет ваша энергия. Поэтому крайне важно тщательно выбирать, на что вы направляете свое внимание и свою энергию. И теперь мы переходим к самому главному. Когда враг показывает нам в фильмах, клипах, журналах, книгах какие-либо варианты развития событий, выгодные для него, то тем самым он подпитывает вашим же вниманием, вашей же энергией те сценарии развития, которые он хочет сгенерировать. Понимаете, что происходит? И лично я подозреваю, что есть некая критическая масса внимания людей, при прохождении которой планируемое событие наполняется энергией к действию. И что с этим всем делать, я расскажу в конце видео. А пока я предлагаю вам посмотреть фрагмент из видео Мэтта Прозелла, за которую я выражаю ему большую благодарность. И суть этого видео о трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке в 2001 году. И, друзья, вам не обязательно знать английский, чтобы понять это видео. Просто смотрите на те изображения, которые вы будете видеть. И обратите, пожалуйста, внимание на год издания книг, журналов, фильмов и так далее. И если вы считаете, что представленные фото и видеофрагменты это всего лишь совпадение, то подумайте, сколько должно быть таких совпадений? 2? 5? 10? Таких совпадений здесь около 50, и это даже не целое видео, а всего лишь фрагмент. И хотелось бы верить, что это всего лишь совпадение, но... ...1949, Porky Pig and Charlie Dog cartoon. Huck, what's that? Look! It's the towers! They're falling! Ah! 1963, Wonder Woman comic book cover. 1970, 30 Seconds Over New York, book by Robert Bacard. 1973, Godzilla vs. Megalon, movie poster. 1973, Superman comic. 1975, Cracked magazine cover. 1976, 9/11, a book by Thomas Chastain. 1976, Sesame Street magazine cover. 1976, Spidey Super Stories comic book cover. 1978, Super Friends TV show, the episode entitled Monolith of Evil. 1978, Dr. John, City Lights album cover. 1979, Meteor movie poster. 1979, Supertramp, Breakfast in America album cover. 1979, Saga, Images at Twilight, album cover. 1979, Pakistan International Airlines ad. 1983, Def Leppard,
Pyromania album cover. (1983), a book by Jose Borja. Or remove the World Trade Center from the New York City skyline. 1987, The Squeeze movie cover. 1987, cover of Fortune International magazine. 1988, Microsoft Flight Simulator. 1989, WWF. 1991, Spider-Man comic. 1991, Tetra Star video game. 1992, King of Monsters video game. 1993, Super Mario Bros. The movie. Look! It's Koopa's Tower! 1994, Iron Man cartoon, Season 1, Episode 5. Unidentified warplane sighted heading for New York City. Our detection system shows nothing. Mayday! Mayday! New York is under attack! Intercept and destroy! A force field is shielding the warplane. It's getting through. It is time. We will now strike at the heart of American defense and destroy the Pentagon with one swift and deadly blow. 1994, Aero Fighter 2 video game. 1994, Fantastic Four, Season 1, Episode 4. 1994, Viceland magazine article. 1994, Friends intro debut. 1994, Deathstroke the Terminator comic book cover. 1995, The Tick, Season 1, Episode 12. We are under attack! Things so monstrous! Terror unleashed from the sacred cotton candy place of our dreams! If anyone is out there listening, get out of town before it gets to you! And I'm out of here! Ultimate home cinema televisions from Philips, including 100 Hz flicker-free pictures and widescreens. Philips, let's make things better. 1997, German Mario Bros. Comic. 1997, Emergency Response to Terrorism Self-Study. 1997, St. John's Cathedral. It has a Freemasonic sculpting depicting a disaster in New York. 1998, Armageddon. Well, you know why? Because this is New York City. Anything could have happened. Look at that. Let me see. It could have been a terrorist bomb, could have been a dead body, somebody shot, stabbed. And it's Friday payday, too. Somebody probably jumped to get that paycheck. 1998, Pirelli Tires ad. 1999, Batman Beyond, Season 2, Episode 12. Vibration. It's going to knock down the towers.
2001, June, just months before the events took place. The Coop Party Music album cover. Итак, друзья, что же мы с вами можем с этим всем поделать? Что конкретно вы можете с этим всем поделать? Ответ довольно прост. Важно выбирать, куда вы вкладываете свое внимание, свое зрительное внимание, свое слуховое внимание, то есть свою энергию. Дорогие искатели, наше подсознание, наши мысли, наша энергия имеют огромную силу. Поверьте мне и поверьте в себя. И наш выбор, и мы можем это сделать, направить свою энергию, свое внимание на добро, позитив и любовь. И представьте, друзья, что будет, если каждый из нас хотя бы один раз в день, хотя бы 5 минут выделит на то, чтобы просто так, от чистого сердца, своими словами, вслух или про себя, пожелает всему миру, всей Вселенной, всем людям на планете Земля, всем существам во Вселенной, пожелает счастья, достатка, здоровья, радости, разума, взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоподдержки, благосостояния и всего того, что будет идти из вашего доброго сердца. А давайте не будем гадать, что будет, а возьмем и сделаем это. И если меня услышит и поймет хотя бы один человек, то я буду рада. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своими мыслями или своими вопросами в комментариях под видео. И если вам была интересна и полезна эта информация, то вы можете сказать мне спасибо, нажав лайк, а также подписывайтесь на канал, потому что здесь вы регулярно можете получать полезную и важную информацию. Ну а я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.